Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь карты. Но, с другой стороны, карты – метафорические символы. И если мы добавим свою интуицию, определенно какую-то подсказку мы узнаем. Или какой-то важный вопрос может сумеем просчитать, словно как вариант. И это тоже нам в чем-то поможет. Ну или, я надеюсь, приятно проведем с вами время. Вот интересно, тройка жезлов. Кто-то из вас будет планировать переезд или в принципе не останется на продолжительное время в том месте, где вы сейчас находитесь. Может быть, обстановка вынуждает к тому, что придет какая-то информация. Хотя, знаете, это для кого-то может быть просто как приглашение отправиться в путешествие или отдохнуть. Может быть, недалекая поездка, где-то поближе. Но карта тройка кубков нам говорит вообще о радости. Значит, даже та информация, которая поначалу может выглядеть, ну так себе, или заставлять нас найти какую-то дополнительную информацию, значит, дополнительная нас точно порадует. Что-то тут в нашу пользу, потому что в любом случае тройка жезлов говорит нам, мы контролируем ситуацию, перед нами новые перспективы и новые возможности. И, может быть, они где-то таким путем иррациональным проходят, поэтому это нужно принять во внимание. Давайте я сама достану карту, и первая карта у нас будет называться «Что важно знать?» или «Чему придется уделять внимание больше на этой неделе?» Что наиболее актуально для вас будет, мои дорогие девы? Что важно знать? Чего не избежать или неожиданные события какие-то, или просто неожиданности, возможные. Чему сейчас не время или что нам может помешать, а что нам будет помогать. Что от меня скрыто. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, первая карта. Что у нас денежки, финансы, энергию смотрим. И в личной жизни какова обстановка. Ну, давайте узнаем, откроем первую карту. Что важно знать? Прекрасная карта, не относись ни к чему слишком серьезно. Как раз где-то вторит вот той тройке жезлов, которая нам говорит, что впереди перемены, и причем мы их сами хотим. Мы сами хотим какую-то ситуацию, чтобы она либо изменилась, либо, если она не меняется, мы пришли к выводу, что от наших действий будет зависеть наше качество жизни, и мы уже готовы тоже что-то менять или куда-то поехать, отправиться, начать какой-то новый проект, попробовать себя, может быть, в новом деле, получить новую должность или попробовать себя в какой-то новой совершенно области, то есть изменить сферу деятельности. У кого-то так тоже проигрывается. И нам карта говорит, ничто так не постоянно, как перемены, но, видимо, сама по себе неделя может быть, знаете, информационная. Когда нам многое как бы перед нами откроется, как и возможностей, так и вполне вероятно конкретных предложений. И карта советует, пробуй себя. Пробуй, пока не получится или не надоест. Вот такое значение по двойке пентаклей тоже проходит. Это как легкость на подъем. И так еще карта говорит о том, что прежний твой опыт не имеет значения. Твоя задача сейчас словно нарабатывать какой-то новый опыт в новых условиях, в новых обстоятельствах, может быть, из жизни. У каждого здесь как-то по-своему. Потому что сейчас происходят перемены в твоей жизни. И если ты сейчас словно что-то не ухватишь, что-то ты не увидишь или не прочувствуешь, в какую сторону идут эти самые перемены, и сам себя где-то не скорректируешь, ты чего-то важного можешь потом не получить. И поэтому внимание, наверное, где-то к мелочам. Ну и не тратить деньги. Все-таки двойка пентаклей нам как будто карта говорит достаточно двух пентаклей. Карта говорит о том, что крупные траты, ну, точно не время на этой неделе. Но они вообще как бы сейчас не в плюс, поскольку у нас Венера ретроградная. И если есть возможность, я понимаю, у каждого своя какая-то ситуация, когда и необходимо, может быть, нужно
необходимо что-то покупать, что-то продавать. Не всегда обстоятельства нашей жизни идут, ну, где-то в унисон с планетарными событиями, правда? Ну, значит, тогда мы дважды должны что-то предвидеть, просчитать. Но, кстати, по этой карте начать бизнес даже мы можем с нуля, поскольку будет важно не столько заплатить, сколько договориться, обрести нужных знакомых, создать свой, может быть, новый круг окружения, людей, которые вхожи, может быть, ну, как-то в вашу реальность. Я имею в виду, насколько близко, не буквально, может быть, в семью, а есть же у нас люди, которые, ну, с которыми мы взаимодействуем вообще в разных ситуациях, а есть те, которые более близки нам. Назовите это знакомыми или друзьями, как угодно. Но, значит, наше окружение и наше взаимодействие с этим окружением будут помогать решить многие вопросы. Но не в деньгах дело, как будто, понимаете, а вот от умения выстраивать нужные связи как раз будут зависеть решения каких-то важных вопросов в нашей жизни и в последующий период тоже. Поэтому будьте внимательны. Но эта карта всегда хорошего настроения, потому что нам хочется что-то изменять уже. Давайте чего не избежать. Ну, кто знает, может быть, вы, знаете, будете очень осторожно относиться к людям. Может быть, вы будете очень осторожно относиться к денежным вопросам, и тогда это правильно, с позиции, что, ну, не самое время для трат. Вообще, если в позиции чего не избежать, да, или как какие-то неожиданности, не совсем здесь неожиданность, нам как раз карта говорит по отшельнику, что нам ничто не мешает. Но наше какое-то важное как решение или какой-то выбор вполне с учетом двойки пентаклей нам придется делать. И причем этот выбор, знаете, когда мы словно просчитаем все от начала до конца и будем рассчитывать только сами на себя. Но я думаю, что, девы мои дорогие, вы как раз и рассчитываете сами на себя. С другой стороны, все-таки это карта отшельника, это карта мудреца. Это может быть, знаете, как Соломоново решение придется принять с учетом обстановки какой-то и ваших возможностей, что-то просчитать. Может быть, делать какой-то важный выбор будет в неделе, мы этого не избежим. И опять же, тогда отталкиваемся, что в моих силах и что в моей власти, чтобы мы могли наперед просчитать. Ведь отшельник идет. Его путь известен, с одной стороны, ему одному, но, безусловно, он что-то просчитывает. Но об этом не распространяется. Почему на отшельника невозможно как-то воздействовать? Его невозможно подкупить, налезть на деньги, потому что это дервиш. И вот где-то такая позиция для вас, она будет как, во-первых, своего рода независимость, но не та независимость, которую мы словно демонстрируем. Нет, по отшельнику мы никому ничего не демонстрируем. И мы никому ничего не доказываем. Скорее полшага назад отступим, чтобы сохранить свое «я» и самих себя. Где-то будем действовать, но так незаметно, нежели в открытую, там, в какие-то дебаты вступать. Но это я так к слову, потому что у каждого же своя какая-то обстановка сейчас. И вот, наверное, наше такое предвидение, как по мудрецу, нам даст какие-то новые возможности увидеть их. И с другой стороны, нам даст возможности предвидеть неожиданность как таковую, и тем более это в позиции неожиданность. Отшельник идет с фонарем, а фонарь – это прообраз интуиции, которая включается, вот как этот фонарь, в нужное время. И как раз фонарь загорелся, и отшельник видит, что свернулась на его пути змея. Вот мы должны так просчитать и что-то увидеть. Но все в нашей власти. Если мы так вот где-то на своей волне, неторопливо оцениваем обстановку, продумываем каждый свой шаг, для нас нет ничего невозможного, нам невозможно помешать. Наша такая независимая позиция делает нас неуязвимыми, мои дорогие девы. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Ну, фактически, наверное, ничто не может помешать. Хотя по пажу жезлов иногда проигрываются, безусловно, новости, информация. И
информации с учетом этих двух карт будет много. И я так думаю, что мудрое умение отфильтровать все новости. И правда, даже планетарно сейчас возможны какие-то фейки. Или нам могут подавать какую-то информацию как последнюю истину. А на самом деле это будет не так. Поэтому не спешите действовать. Будьте действительно мудрецами. Что-то просчитайте. Мудрости у вас хватит определенно. И с учетом того, что когда мы словно соединяем мудрость жизни и подсказки шестого чувства, действительно мы становимся неуязвимыми. Нас как не застанут врасплох, так и не купят словно на какую-то новость или на какие-то обещания. Я бы сказала, часто проходит, знаете, по пажу жезлов, ведь это карта хорошего настроения, тоже где-то вдохновение. Это может быть какой-то проект, который, может нас словно захватить. Нам захочется в чем-то проучаствовать. А карта нам говорит, мы можем с чем-то ошибиться. Значит, не есть то, что мы должны от чего-то отказаться. Но, видимо, может быть, методы какие-то свои использовать, как вам подсказывает собственная душа и интуиция. Что нам помогает? Нам помогают, может быть, люди, наш человек, который нас любит. Двойка кубков – это можно расценивать, это карта любви напрямую. Это как минимум один, как будто есть человек, и этого достаточно, который к нам относится очень хорошо, по-доброму, который нас понимает без слов, который желает нам добра и счастья. Но также эта карта еще и говорит, все-таки диалог предполагается, когда мы сумеем договориться со всеми. И значит, с одной стороны, используя умение, как быть дипломатом нам помогает, так и какие-то неспешные энергии или конкретный совет вот такого одного человека, которому вы доверяете, потому что он уже проверенный, он тоже может отчасти вам помочь. Или просто нам помогает любовь, мои дорогие девы, вдохновляет нас на, может быть, на то, чтобы принять какое-то важное решение в жизни. Что скрыто? Вы знаете, ничего не скрыто. Если мы начнем тут категорически на этой неделе не впадать в какие-то глубокие размышления, воспоминания, ненужную философию. По карте отшельник, да, он философ, но эта философия, она ближе к жизни, нежели в воспоминаниях. Он ведь больше думает о будущем, он не анализирует прошлое, он идет вперед. Вот это будет важно. И поэтому по восьмерке мечей у нас один совет. Не мешайте себе ненужными мыслями, иначе мы себе сделаем дополнительных ограничений. Вот как эта девушка, которая нам изображена, и кажется, что весь мир от нее наглухо закрыт, что нет никакой возможности, а на самом деле это не так. Карта приглашает открыть глаза и увидеть, что же есть в реальности, не создавать себе вот этих мнимых заборов. И нет того, или нет, может быть, такого фактора, что нам кто-то хочет какой-то злой умысел или что-то совершить для нас со знаком минус. Нет, мы сами себе слишком можем много надумать. Вот будьте внимательны, мысли сами по себе со знаком минус вам будут мешать. Дела, работы, бизнес. Может быть, оформление каких-то документов, которые связаны с вашей парой, с вашей семьей, или его величество выбор, все же влюбленный, часто говорит о том, что развилка судьбы и время принимать важные решения. А с учетом отшельника это 2 старших аркана. Видимо, обстановка такова, что сегодня или никогда на что-то решиться, может быть, совсем на что-то новое, альтернативное с учетом двойки пентаклей, и тоже дуальность проходит по этой карте. И сколько не откладывай на потом, а выбор как будто нам нужно все равно делать, иначе это дежавю мы можем растянуть себе еще на какой-то период. Вот что-то очень важное у вас может стоять на кону. С другой стороны, нам карта дополняет как раз двойку кубков и говорит как и про любовь, так и о возможности со всеми договориться и решить любой вопрос. Таким методом, мои дорогие девы, или другим. Но обойдем мы тут все узкие, острые углы и все узкие места тоже мы как будто все равно словно просочимся. Найдем мы свой фарватер, решим мы абсолютно все.
А у кого-то, правда, конкретные вопросы, касаемые вашей семьи или вашей пары. Что у нас по финансам? Девятка жезлов. Знаете, в герметической колоде Таро это карта великой мощи. То есть у нас достаточно сил, как и физических, так и возможностей. Но карта призывает к тому, чтобы мы были просто предельно внимательны. Нас ничто не должно застать врасплох. И коль нам девятка жезлов выпадает на деньги, деньги не тратим. И еще одна карта, которая как раз по смыслу двойки пентаклей, и она тоже говорит: впереди перемену, все сохраняй. Неделя не такой большой срок, как будто деньги есть, но деньги не тратим. И в личной жизни рыцарь жезлов, ну правда, может быть как приглашение, как новость, которая к вам приходит, да, видите, вулкан у нас на заднем плане, внезапно мы узнаем что-то, и от нас потребуется быстро проанализировать обстановку и, может быть, на что-то согласиться и куда-то отправиться. Определенно будет в вашей жизни что-то или какой-то факт, когда мы не можем отложить на потом. Здесь может быть, знаете, с одной стороны, у кого-то ситуация по работе, куй железо пока горячо, а у кого-то вот промедление, как в поговорке, ну вообще это крылатые слова, промедление смерти подобно. У кого-то может быть и так. И значит, наши активные действия или вот этот выбор у кого-то тоже проиграется. У кого-то это из вас будет связано, опять же, либо с поездкой, либо к вам приезжает человек. Либо это может быть так же, как, знаете, телефонный звонок, СМС-сообщение, да все что угодно. Но эквивалент может быть вот как по этому вулкану. Все-таки жезлы — это у нас огненная энергия. Есть какая-то скорость, момент внезапности тоже может быть. И наших последующих решений и действий, повторюсь, которых мы не можем оставить на какое-то энное время или сказать себе: ну как-то эта ситуация разберется сама. А тут нет, тут нам придется действовать по этой карте. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.